Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Наблюдая с помощью любого оптического прибора, всегда крайне важно иметь наибольшее и при этом максимально качественное поле зрения. Бинокли же, конечно, не являются исключением. Конструктивно для обеспечения максимального качества поля довольно часто применяются асферические линзы в окулярах. Сегодня мы как раз и протестируем подобное изделие, созданное японскими инженерами-оптиками. Наш обзор посвящен Vixen Ascot 8х42 CFW. Заглянув в фирменную коробку Vixen, вначале мы видим там отличный чехол из кожезаменителя. Закрывается он при помощи липучки, а внутри отделан мягкой синтетической тканью. К чехлу прикреплен небольшой наплечный ремешок. Внутри чехла находится бинокль, шейный ремешок и салфетка для протирки оптики. Шейный ремешок, входящий в комплект поставки, несколько разочаровывает. Он средней ширины и изготовлен из той же синтетической ткани, что и наплечный ремень. Он достаточно жесткий на ощупь и может создавать определенный дискомфорт при контакте с шеей наблюдателя. Крышки для объективов съемные, изготовлены из пластика. Резиновая крышка для окуляров сдвоенная и имеет петли для крепления на шейном ремешке. Корпус бинокля водонепроницаемый, комбинированный и имеет как поликарбонатные, так и металлические элементы. Центральный шарнир и призменные блоки металлические, литые, что обеспечивает отличную соосность тубусов и механическую надежность узла в целом. Темно-серое эластомерное покрытие бинокля очень хорошего качества. Бинокль отлично ложится в руки и не перегружает кисти, несмотря на свой довольно большой вес 870 грамм. При этом его балансировка близка к идеальной. Сборка очень хорошая, все детали прекрасно подогнаны, люфты отсутствуют. Стоит обратить внимание на довольно удачное расположение петель для крепления шейного ремешка в углублениях в нижней части корпуса. Бинокль оснащен гнездом крепления штативного L-адаптера, которое закрыто пластиковой завинчивающейся крышечкой. Снизу корпуса нанесены индивидуальный серийный номер бинокля и отметка «Произведено в Китае». Наведение на резкость осуществляется при помощи классического узла центральной фокусировки. Колесико фокусировки довольно крупное, 32 мм в диаметре и имеет эргономичное рельефное резиновое покрытие. Ход узла плавный, а само колесико удачно расположено и весьма информативно. Это позволяет комфортно и точно сфокусироваться на объект. Полный ход узла фокусировки 1,2 оборота. Диапазон диоптрийной подстройки стандартен и составляет плюс-минус 5 диоптрий, но сам узел подстройки имеет довольно спорную конструкцию. Он выполнен в виде тонкого 3-мм колечка, расположенного под правым окуляром. Для вращения кольца на нем имеются два небольших выступа. Ход узла жесткий, и подстройка требует определенных усилий со стороны наблюдателя. Межзрачковое расстояние выставляется без проблем. Диапазон его регулировки небольшой, от 60 до 70 мм. Для его установки можно воспользоваться удобной шкалой, имеющейся на корпусе. Бинокль выполнен по оптической схеме Porro с применением призм типа BAC4. Объективы, имеющие световой диаметр 42 мм, покрыты зеленоватым просветляющим покрытием типа FMC – Fully Multi-Coated. Окуляры с 20-мм глазными линзами выполнены по широкоугольной схеме со сферическими элементами. Просветлены они аналогичным способом. Вынос зрачка 18 мм обеспечивает высокую комфортность наблюдений, в том числе и для людей, носящих очки. Призмы прибора большие, просветленные, однако имеется небольшое одностороннее подрезание светового пучка призмами бинокля. Торцы линз объективов и окуляров не черненые, внутри бинокль покрыт серой матовой краской.
На окулярах бинокля имеются регулируемые наглазники типа твист, без фиксации высоты положения. Максимальная их высота 11 мм. Они покрыты приятной на ощупь резиной. Во время наблюдений бинокль продемонстрировал изображение очень хорошего качества. Яркость и контраст достаточные, цветопередача натуральная. Край поля зрения четкий, бинокль практически идеально отъюстирован. Хроматизм присутствует, но его проявления минимальны. Бинокль имеет хорошо исправленное поле зрения. Имеется крайне незначительная подушкообразная дисторсия. По самому краю качество поля ограничено кривизной и небольшим астигматизмом, от которых совершенно свободна центральная часть изображения. Поле зрения бинокля велико – 8,2 градуса или 143 метра на 1000 метров, а минимальная дистанция фокусировки немногим более 4 метров. Имея выходной зрачок 5,3 мм и высокое значение фактора сумерек, бинокль может быть успешно использован в сложных условиях пониженной освещенности. При ярком боковом свете в оптике бинокля появляются блики, что несколько портит общее впечатление, но в целом за счет продуманной конструкции вести наблюдение удобно и комфортно. Итак, этот компактный и удобный водонепроницаемый бинокль предназначен в первую очередь для туристов и охотников. Точная, надежная механика и продуманная эргономика обеспечат комфорт в экстремальных условиях. Хорошая оптика гарантирует яркое и четкое изображение большой одновременно наблюдаемой площади, а удобный вынос зрачка в сочетании с регулируемыми наглазниками позволит комфортно наблюдать в течение длительного времени. При этом сложные условия ограниченной видимости не станут для вас помехой, и вы сможете успешно вести наблюдение даже в тумане и в сумерках. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.